Для снятия мерок нам понадобится несколько вещей. Это ручка или карандаш, лист бумаги или тетрадь, сантиметровая лента и, конечно же, мы сами. И себя мы должны подготовить. То есть мы должны надеть на себя что-то легкое, комфортное и не обтягивающее. То есть не такое, чтобы нас прям зажало в тиски. Что-то такое легенькое, маечку, какие-то шортики легкие, опять же, да, что-то, в общем, такое. И для начала мы с вами завязываем на талии шнурочек. Возможно, это будет какой-то шнурочек, возможно, это будет тоненький поясок, возможно, это будет резинка, но не сильно затягивайте. То есть пальцы, вот так, два пальца, должны свободно там ходить. Не рука полностью, а вот так два пальчика просунули под резиночку или под тесемочку, чтобы было комфортно. И завязываем на том месте, где нам комфортно, где нам удобно. Не там, где мы хотим, а где удобно нашему телу. Завязали. Вот я завязала, уже походила, буквально 10 минут походила, и мой шнурочек стал там, где действительно удобно. Ему удобно, шнурочку. Какие нужны мерки для такого изделия? Конечно же, не все нам нужны мерки, а какие-то отдельные. И я сейчас покажу, какие это мерки и как их снять с самой себя. Начнем снимать мерки сверху вниз по порядку. Конечно же, у вас открыта зона декольте, зона шеи у вас открыта, никаких воротничков. У меня, так как у меня видео публичное, я решила надеть тонкий костюм из шифона. То есть он не прибавляет мне никаких объемов. Единственное, что у меня здесь воротничок, но и он достаточно открыт. То есть я смогу показать вам, как измерить первую мерку. Первая мерка у нас будет обхват шеи. Берем в руки сантиметровую ленту. Вот это у нас единичка. Заводим сантиметровую ленту за голову. Убираем всякие хвосты, все, что нам мешает. И обвиваем сантиметровой лентой, не зажав, то есть не затягивайте, а свободненько, да? То есть вот как она у нас идет, так идет. Вот она у нас впадинка. От этой впадинки, то есть в эту впадинку я вкладываю прям единичку и сверху накладываю хвостик сантиметровой ленты. И вот где он у меня накладывается, вот так. Так я и буду отмерять. Вот это моя мерка обхват шеи. Вы, конечно, все это делаете перед зеркалом. Так, у меня получается ровно 40 сантиметров. Я записываю эту мерку. Следующая наша мерка – это ширина плеч. Нам необходимо опять взять единичку, вот она единичка, завести сантиметровую ленту за голову. Опять же, у меня воротничок мешает, но я его сейчас поправлю, так чтобы вам было понятно. Я сейчас повернусь, и все будет видно. Значит, смотрите, находим крайнюю точку плеча, крайнюю. Если вы не можете определить, где у вас крайняя точка плеча, то, выправив вот так спину, плечи, находите, нащупываете косточку, вот здесь есть косточка у нас, и от косточки прибавляете еще 1,5 сантиметра. То есть можно от косточки до косточки, то есть отсюда до сюда, измерить и прибавить по 1,5 сантиметра с каждой стороны, то есть это получается 3 сантиметра. Но если вы в зеркале видите, где у вас будет пришиваться рукавчик, то есть если вы видите, да, вот эту самую крайнюю точку плеча, вы измеряете от крайней точки плеча до крайней точки плеча, но через 7-й шейный позвонок. Сейчас я повернусь, и вы поймете. Обратите внимание, как располагается моя сантиметровая лента. То есть ни в коем случае не снимаем вот так. Не так, а именно через 7-й шейный позвонок. И сильно не завышайте, то есть находите 7-й шейный позвонок, просто вот так кладете на плечи сантиметровую ленту, она сама ложится на 7-й шейный позвонок. И измеряете. Опять же, если возникнут вопросы по снятию мерок, давайте это все будем обсуждать. Не оставляйте на потом, потому что потом будет поздно. Если кому-то не будет понятна какая-то мерка, то обязательно задавайте вопросы. У меня ширина плеч 40 сантиметров. Я записываю свое число.
Следующая мерка – это обхват груди. И это тоже очень важная мерка. Если мы с вами уменьшим результат измерения, то мы даже при хороших прибавках можем чувствовать себя в изделии некомфортно. Поэтому сейчас встаем перед большим зеркалом, смотрим на меня, смотрим на себя и снимаем правильно эту мерку. Берем сантиметровую ленту. Единичкой, конечно же, вот в руку, единичкой, и заводим за талию. Приподнимаем эту ленту практически до лопаток и обводим вокруг груди. Не ошибитесь именно здесь, через высшие точки груди, и не натягивайте. Не натягивайте. Если вам неудобно, слетает, допустим, лента сантиметровая, да, как у меня вот шифоновый костюм, у меня немножечко слетает лента, скользит по нему. Вы можете вот так там поправить и прижать руками. Но внимательно будьте, не затягивайте. Это очень важно. Конечно, не нужно вот так вот делать такую прибавку, да, вот так. Нет, нужно именно через высшие точки груди. Тут она должна быть, лента, параллельно полу. И мы измеряем таким образом нашу грудь. У меня получается 101 сантиметр. Я записываю свое число. Остальные мерки совершенно легкие, и тут уже практически невозможно ошибиться. У нас на талии шнурочек, мы измеряем прямо по шнурочку обхват нашей талии. Измеряем, опять же, не затягиваем, не расслабляем, не нужно рисовать то, что мы хотим, а нужно рисовать то, что у нас по факту. Иначе, я уже говорю, мы не будем комфортно чувствовать себя в нашем изделии. Измерили, смотрим. Так, какая у меня единичка? У меня вот она, 78 сантиметров. Кстати, это для меня это очень хороший результат, скорее всего, потому что я легко позавтракала. Потому что у меня бывает и до 83. То есть вот у меня такой разброс. Поэтому это тоже учитывайте. То есть, ну вот сейчас, допустим, пока мы с вами начинаем только, пока еще мы вот разбираем, что и как, посмотрите на себя несколько раз. То есть я имею в виду, измерьте талию. Конечно, у вас за несколько дней не изменится обхват бедер или обхват груди, но обхват талии, возможно, может измениться. Поэтому вот у меня сейчас 78, но я запишу 80. Теперь, что касается обхвата бедер. Есть такие фигуры, у которых бедра ярко выражены и нет проблем с измерением этой мерки. То есть по самым выступающим точкам бедер мы измеряем, ну вот так я покажу, да, по самым выступающим точкам, если они у нас есть, вот тут вот выступающие точки, мы измеряем с вами обхват бедер. Но, смотрите, у кого-то, ну то есть фигуры у нас у всех разные, да, у кого-то есть животик, у кого-то вот здесь по бокам есть бедра, поэтому мы сейчас вот так по бедрам измерили по высшим точкам и держим вот здесь крепко сантиметровую ленту с единичкой, совместили, да, крепко держим. И нам нужно пройтись вниз и пройтись вверх. И если эта цифра, то есть вот эта вот мерка, вот эта окружность нам позволяет вверх и вниз пройтись, значит это ваш обхват бедер. Если вы где-то застряли, например, застряли внизу, значит у вас бедра чуть шире. Если вы застряли вверх, значит у вас бедра чуть шире. Именно эту мерку мы и записываем. Я отмечаю и смотрю, сколько у меня получается. 99 сантиметров. Записываю это число. Еще одна мерка, которая нелегко снимается. Ну, то есть не всегда, не на всех фигурах можно легко ее снять. Но в этом изделии это не столь важно. Однако же мы все равно снимем эту мерку. Высота бедер. Значит, опять же, на фигурах, у которых ярко выражены бедра, легко увидеть край бедра. И вы от линии талии по боковой линии измеряете до этого места, до самого выпуклого места по боку. Измеряете и записываете эту цифру. Если у вас такая же фигура, как у меня, то есть не ярко выраженные бедра, тогда нам нужно нашу высоту бедра найти по формуле.
И вот она, эта формула. 1/4 роста делим на 2 и отнимаем 3 сантиметра. Значит, у меня получается вот такая картинка. Рост у меня 160 сантиметров. Я делю на 4, получаю 40 сантиметров. Далее 40 сантиметров я делю на 2, получаю 20 сантиметров. И уже от 20 я отнимаю 3, получаю 17 сантиметров. 17 сантиметров высота моих бедер. Следующие мерки – это длина спинки до талии и длина полочки до талии. И они у нас будут разными, независимо, мужчина вы или женщина. Значит, смотрите, находим высшую точку плеча. Вот у меня как раз воротничок сейчас прямо на этой точке. То есть это мы смотрим с вами в зеркало и стоим прямо. И это увидим сразу сочленение шеи и плеча. Вот эта точка. Значит, к этой точке мы с вами вот так прикладываем единичку, а сантиметровую ленту заводим вот так за спину. И смотрите, если мы будем вот этой рукой промерять, у нас получится длина спинки длиннее. А если эта рука будет в свободном, спинка у нас будет не напряженна, тогда я беру сантиметровую ленту и подвожу до шнурочка. Лента должна быть ровно, перпендикулярно к линии пола. Измеряем эту мерку. У меня получается 37 сантиметров. Если я беру вот этой рукой и измеряю ту же мерку вот этой рукой, у меня получается 39 сантиметров. Смотрите, какая разница. И если мы, допустим, будем с вами прилегающие изделия шить, тогда у нас выточка, если мы будем делать с выточками, да, вот здесь, тогда у нас выточка поднимется на 2 сантиметра, и вот здесь будет мешок. Опять же, будет некрасиво. Поэтому учтите, внимательно снимайте мерки. Спинку мы с вами измерили, теперь от той же точки, от высшей точки плеча, мы с вами измеряем длину полочки через высшую точку груди. Внимательно смотрите в зеркало. И не нужно вот так выгибаться или вот так съеживаться. Вы должны измерить эту мерку так стоять, как вы стоите в повседневной жизни. Кстати, то же самое касается и длины спинки. Значит, мы измеряем с вами до шнурочка. У меня получается 46 сантиметров, 45 даже сантиметров у меня получается. Но еще раз мы можем проверить эти две мерки таким образом. Заводим сантиметровую ленту, единичку, назад, ловим ее вот так рукой, прикладываем единичку к линии талии, через высшую точку, через верхнюю точку плеча, через высшую точку груди и до линии талии. Вот так мы с вами измеряем. У меня получается 82 сантиметра. Значит, смотрите, у меня спинка 37 сантиметров. Я отнимаю 82, отнимаю 37. У меня получается 45 сантиметров. Значит, я измерила эти мерки правильно. 37 спинка и длина полочки 45 сантиметров. Записываю эти обе цифры. Кстати, на всякий случай запишите и общую. У меня это 82, у вас это свое число. Следующая мерка – глубина проймы. И тоже очень важно снять ее правильно, максимально правильно. И снять ее можно разными способами. Смотрите, первый способ – это прикладываем единичку сантиметровой ленты к высшей точке плеча, мы уже знаем, где она. Поворачиваемся перед зеркалом и бросаем, роняем сантиметровую ленту. Вот она у нас вот так ложится. Как ложится, так и измеряем. До подмышечной впадины. Не нужно ничего, никуда уводить руку, у вас перед зеркалом, вы все это видите и измеряете именно вот так. То есть от высшей точки плеча, не отсюда, ни в коем случае, а именно от высшей точки плеча. И вот так. То есть не так, а именно вот так. И не туда, а именно до подмышечной впадины. У меня получается 20 сантиметров. Моя мерка. Сейчас еще покажу один способ. Берем линеечку, обыкновенную линеечку. Опять же встаем перед зеркалом. Заводим линеечку под мышку.
Плотненько так, да? Не вот так прям сильно, а плотненько. Вот стоим спокойно и плотненько держим. Линеечка у нас параллельно полу. Я, кстати, к сожалению, сейчас не вижу, как она у меня лежит, да? Но вы перед зеркалом видите. И опять же прикладываем сантиметровую ленту к высшей точке плеча. И там, где у нас сантиметровая лента соприкасается с линеечкой, это и будет ваша мерка. Вот она прям вот тут вот соприкасается, я опять же беру, и у меня получается та же мерка 20 сантиметров. Как еще можно измерить глубину проймы? Можно прибегнуть к формуле. То есть мы с вами делим сейчас длину спинки до талии, мы уже ее измерили, эту мерку, делим пополам и прибавляем 1,5-2 сантиметра. Это тоже будет правильно. Записываем свое число. Для этого изделия практически все мерки мы сняли, кроме одной – длина самого изделия. И эта мерка измеряется опять же от высшей точки плеча. Через высшую точку груди, обязательно по полочке, через высшую точку груди и до низа, какую мерку вы хотите. То есть какой длины у вас будет ваша жилетка. Ну, допустим, я сейчас вот так беру навскидку. Сколько? 67 сантиметров. Записываем это число. Я не помню, говорила или нет, но хочу сделать акцент на том, что все наши мерки должны быть точными. Я имею в виду без прибавок и без ужимок. Все изменения и все корректировки мы с вами будем делать при построении нашей выкройки. И еще раз повторяю и даже настаиваю на том, чтобы вы задавали вопросы. Если вдруг у вас хоть малейшее какое-то сомнение по поводу снятия мерок или по поводу тканей, материалов, каких-то комплектующих, обязательно задавайте вопросы. То есть под этим видео я от вас жду вопросы именно по теме снятия мерок и материалы. Ну а на сегодня мы с вами заканчиваем. До новых встреч!